that, so we can forget about pointers. Про указки можно It забыть, doesn't show потому up что равно ничего не видно. on the television screen, so То we'll есть на just... экране телевизора видно не будет, поэтому про указку So. забудем сразу. What you didn't see Ну in что the же, lecture room чего вы не видели, там, где я is читал доклад. something I'm going to demonstrate now. Короче, то, чего там никто не увидел, вы сейчас увидите здесь. But we'll have a little bit of an introduction Но все равно с небольшим введением. so that you understand some of the Чтобы вы principles. действительно понимали принципы. This is an extremely novel or new Это technique. абсолютно новая техника, чрезвычайно новая, если можно так сказать. Some of you might look at it and say this cannot do what he says it does. Некоторые из вас вполне скажут, не может такого быть, то, о чем он говорит. Просто быть не может по определению. But believe me, it's Просто поверьте, so exciting. это здорово. Two people I know. Двоих я знаю. Now you know more people. Yes. It's so exciting На самом деле все that просто the здорово. research that we're doing То исследование, hopefully которое мы сейчас проводим, will conclude надеюсь, in March. в марте даст The свои first steps. выводы, то есть первые этапы уже будут завершены. And what I mentioned is we're using functional Мы neurology на самом деле, я уже говорил там во время доклада, мы используем методы функциональной неврологии. coupled with new procedures Вместе с новыми процедурами, that have been developed in applied которые kinesiology. были развиты в прикладной кинезиологии. And we're seeing changes that are more than remarkable. Мы действительно видим перемены, причем перемены удивительнейшие. This does not mean that the technique is standalone. Это совершенно не значит, что предлагаемая техника должна использоваться в полной изоляции. What you saw with the some of the lectures with respect to the nootropics or the nutritional Вы aspects вы of также treating the слышали лекции, brain посвященные питанию, где говорили, что мозг от питания тоже зависит в значительной степени. anti-inflammatories Речь and шла и о противовоспалительных препаратах, neuroprotective agents and и things о like that, нейропротекторах, as которые well as защищают мозг от normal старения. rehabilitation. Никто не отменял и средств нормальной привычной реабилитации. This method that you'll see Тот метод, с которым я вас познакомила, can help people может begin to recover. помочь человеку начать восстанавливаться. The brain, Мозг, when it is головной мозг, damaged for будучи whatever reason, поврежденным, неважно по какой причине, has difficulty in accepting не может, по rehabilitation сути, принять реабилитацию. То есть все то хорошее, что мозгу предлагается после повреждений, не принимается мозгом. because the brain is not normal. Просто потому, что мозг находится в аномальном So состоянии. what this technique does is help the А brain предлагаемая техника позволяет самому мозгу return to a normalcy вернуться к нормальному его состоянию. so that the rehab Для того, is чтобы more efficacious. реабилитация уже работала во благо пациента. For example, Например, are you like Roger Federer? любите Роджера Федерера? Absolutely not. Нет, конечно. He doesn't even know who he is, do you? Он сам не знает, кто он. Вы даже не знаете, кто это. Plays tennis. Теннисист известный, перестаньте сейчас. So I can buy an expensive racket, Я тоже могу купить дорогую ракетку, the best tennis balls, самый лучший в мире теннисный мяч. and Federer will laugh at me И Федерер будет надо мной смеяться просто. because I haven't got that capacity, Потому что у меня нет его способностей. and that takes training. And that's rehab. Но требуется тренировка. Вот так же So выглядит you need- реабилитация. Your brain needs to be То есть to get мозг habitual patterns, должен выработать в себе какие-то привычные шаблоны. and the damaged brain needs А to recover these поврежденному мозгу habitual patterns. надо сначала эти So- привычные шаблоны в себе восстановить. So let's start from there. Поэтому давайте вот отсюда и будем This is what this отталкиваться. technique does. It allows По the сути, brain эта техника как раз про это. to be what it Она can be. позволяет мозгу быть тем, чем он может And быть. this is exciting. А это потрясающе. But what you're going to see Что вы увидите? is you might think this man is crazy, Увидите то, что позволит вам сказать, да он ненормальный. and I am. Да, наверное, ненормальный. My wife says I am, so I must Мне be. жена тоже так говорит. Наверное, в So- этом есть доля истины. And women are usually right. И when it женщины comes to обычно that. правы, если они что-то говорят о So мужчинах. let's see what we're going to be doing. Давайте поглядим, чем мы с вами займемся. We're going to allow the brain to become a thinking brain again. Мы будем No. создавать для мозга предпосылки снова стать думающим We're мозгом. going to be using certain things Будем that использовать- some of you haven't seen. Кое-что из того, что некоторые из вас никогда прежде не видывали. Just watch.
Просто смотрите внимательно. Open your horizons, Раздвигаем горизонты. because it's totally different than Потому many of что you то, что я вам have ever сейчас seen покажу, before. может абсолютно отличаться от того, что вы видели когда-либо прежде. We're going to use something called extensor muscle Значит, testing. мы с вами будем использовать мышечный тест, направленный на тестирование мышц разгибателей. They're neurologic extensors. Потому это мышцы They're the неврологические ones that разгибатели. let you stand up. Это те мышцы, которые позволяют сохранять прямо стояние. And those of you who were at the lecture, you saw me mention cats can't do Помните, this. помните, я в лекции говорил, что кошка молиться не может, просто потому что не может совершить нужные движения руками. А мы можем. Cats and dogs and other animals Кошки, are like собаки, this. прочие животные, у них вся лапа в таком положении. Higher center development has allowed us И to do только this. развитие высших центров позволило Allowed человеку us to развить, stand upright. встать прямо, развить движение наружной ротации и So, экстензии. these are some of the things you see that are neurologic signs Это все, то есть, of decline. когда поражается мозг, тогда и неврологические функции People тоже walk начинают угасать. with their palms backwards, Человек как начинает ходить? Его ладони or уже their смотрят dorsum of сзади. the hand То forward. есть тыл кисти смотрит вперед. Это признак As угасания people функции get мозга. older, С возрастом they что bend. с человеком происходит? Он сгибается. As people get older, they shuffle. Начинает шаркать ногами. And all of these are neurologic Всё indicators это of decline. Неврологические признаки угасания мозговых функций. We used to think as you get older, Мы раньше думали, что that's it. с You возрастом can't fix it, другого, иного просто не дано. but you Уже can. на самом деле дано и может быть по-другому. We'll be showing И я это покажу. subtle changes. None of you is pathologic То here. есть, ну понятно, что ни у кого из вас нет неврологической патологии, но даже на самом And I- малом уровне I эти wish I изменения had- можно наблюдать. I wish I had the video of several stroke patients where we were able in an hour and a half to have Жаль, у them меня do нет с собой this. видео тех пациентов, про которых я тоже говорил в лекции, когда за час-полтора работы человек из абсолютно флексионного положения руки способен сделать экстензию If you и treat наружную ротацию. or have stroke patients, Если you'll у вас know this есть is difficult, Пациенты с инсультом, вы прекрасно знаете, что избавить вот от такого вынужденного even положения руки just крайне plain сложно. extension. So the То есть extensor даже muscle простой testing экстензии достичь is очень based трудно. on a principle that Итак, the тест brain мышцы разгибателя основан на том, has to continually inhibit мозгу нужно постоянно flexor muscles ингибировать флексоры for us to для stand того, чтобы upright. мы могли стоять прямо, чтобы могли эффективно работать This is экстенсоры, разгибатели. an unconscious Это non-volitional бессознательное, непроизвольное действие. capacity. We don't have to think about it. Об этом думать не надо, мозг это делает сам. So just like with walking, Точно так же, как if осуществляется we have to ходьба. think about it, the Вот walk представьте, нам бы becomes надо каждый раз было not думать, fluid. как осуществляется акт ходьбы. Никогда ходьба не была бы плавной и поступательной. so. Так что We'll talk about this in a bit. об этом тоже будем говорить с вами, может быть, в We're меньшей going to be мере. using vibration, Будем использовать с вами вибрацию, transcranial. транскраниальную Vibration. вибрацию. Now, if we have somebody here that has an upregulation То есть, of если у кого-то, например, hemisphere, из вас есть повышенная регуляция функций полушарий, the more severe that upregulation is, чем выраженнее эта повышенная регуляция, especially if you have post-traumatic stress особенно syndrome, если наличествует посттравматический стресс-синдром, even getting close даже простое приближение вибрирующего устройства makes the заставляет brain мозг stimulate. прийти в And it's состояние intolerable. чрезмерной стимуляции, перестать выносить эту вибрацию. And after trauma, А тем более после травмы. it irritates the patient as well. Вибрация раздражает, мозг раздражает человека. So this is a stimulus Так что это стимул, that the brain should be able to который handle. мозг должен Without problem. переносить безо всяких проблем. The brain says, oh yeah, it's vibration, it's То not a есть problem. здоровый мозг скажет, ну да, это вибрация, ну и что? But when the problem, А вот когда есть when проблема, the brain has a problem, когда в мозге проблема есть, it registers this вот in тогда a мозг negative way. регистрирует вибрацию как явление отрицательного And we're свойства. going to be use something Мы с that I вами будем call использовать то, что я называю meridians, меридиан, ну не я называю, то, что называется меридианами. but in reality, it's sort of a Хотя- meridian link На самом деле, в большей степени будем to the говорить body map. о меридианной So, карте, которая связана с картой тела. The new, То есть the это new меридианная knowledge связь с картой тела. in neurology is showing that the Новые- brain is holographic, three-dimensional, Новое знание в неврологии говорит о том, что мозг это структура голографическая, что она трехмерная. and no one region is a singular. И part нет ни одного anymore. участка мозга, который бы работал сам по себе. They're all linked Все связано through this three-dimensional через holographic. трехмерную голографическую картину.
So even though certain areas То есть, несмотря на are то, что more strongly linked than others, некоторые области имеют более прочные связи, чем другие, like the vestibular ну, например, mechanism, вестибуляр, можно cerebellar, упомянуть вестибулярный механизм, frontal мозжечок, cortex, фронтальную кору, and then the hippocampus and гиппокамп thalamus и that you saw таламус. today as well. Сегодня про эти области мозга речь уже шла. And we're going to evaluate these using a special То есть system мы будем исследовать состояние мозга при помощи предлагаемой системы. that may make some of you go, no, this guy is not talking the Наверняка truth. кто-то из вас скажет про меня, что я чушь несу. We're going to use magnetism. И будем использовать явление магнетизма. Now, we were born with two things that are substantial for our Мы рождены с двумя вещами, которые являются, по сути, основополагающими для нашей жизни. gravity and magnetism. Гравитация And magnetism. и магнетизм. The Earth has two poles. It's a big magnet. And the Earth also has Земля gravity. это что? Магнит. Gravity is one of the primary Gravitация. developmental factors. Это That we have. основной первичный фактор развития. As soon as we're который был born, нам дарован gravity природой. starts stimulating the vestibular То есть, как только mechanism мы рождаемся, гравитация начинает стимулировать вестибулярный механизм. that fires into the Информация cerebellum. поступает в мозжечок. Cerebellum develops Мозжечок much faster than any other part of the brain, as развивается you know. гораздо быстрее, чем все остальное. And that fires into the frontal cortex, Потом and the информация whole идет во фронтальную brain кору. starts to Ну, change. мозг начинает по-настоящему меняться. How many of you here have heard of the therapy called craniosacral? Кто слышал про краниосакральную терапию? Okay, quite a few. Now, Немало. craniosacral mechanism works on the skull. То есть все слышали, что есть такой and the краниосакральный structures. механизм, что в краниосакральной терапии очень многие работают именно со структурами черепа, The membranous structures с as well. мембранными структурами черепа. But since working on the brain, and Но- treating people with the brain Э, problems, Мгм. I have realized that the Работая с structure мозгом, я понял, of the skull and the face что структура лицевого мозгового черепа very often reflects зачастую what the brain is doing. отражает то, как чувствует и как ведет себя головной мозг. Once you look at this and you see a patient Вот that has had brain вы damage представьте себе пациента с травмой мозга, с more on повреждением one мозга. side Если это повреждение due to одностороннее, traumatic brain injury, ну просто потому, что была травма, at least 10 years in duration, пусть 10 лет тому назад, you will see the side that has been damaged та сторона, is которая less presentable. поражена, It's more flat буквально уплощается. because the brain is Она менее выпуклая, it's a functional thing that потому что мозг changes our cranium. функционирует. И если с So- какой-то стороны функция нарушена, эта функция перестает участвовать в формировании костей черепа. so when I Или в teach now поддержании костей черепа. and I ask students, Я теперь, когда преподаю, задаю what is the студентам, thing that Вопрос. affects the skull the most in the first что 5 years? более всего в первые 5 лет жизни влияет на состояние черепа. It's brain growth Рост мозга, that makes the skull bigger. потому что Brain именно growth. действием, под действием роста мозга формируется череп. Or Ничто больше, hydrocephaly. ничто больше его так не Same формирует. idea. Вы вспомните So, и гидроцефалию, тоже let's move хороший on. пример в этом These are the контексте. instruments that we'll be using, not Вот this one прочие so much. инструменты, которые мы с вами будем использовать. Now, if I need to look at a cranial nerve, we'll maybe use this Значит, если мне нужен черепной нерв, буду использовать вот это. simple vibrating Все toothbrush. просто. Зубная щетка, которая тоже создает And эффект we'll talk необходимой about that. вибрации. So primarily we'll be using these Главным two образом будем пользоваться вот этими and, инструментами. and the evaluation of traumatic brain injury. Ну и оценка состояния поврежденного мозга. We're going to look at traumatic brain injury or downregulation of the brain То есть мы first, будем говорить о травмированном мозге, о снижении because регуляции that's мозга в первую очередь, pretty common. потому что эти проблемы встречаются весьма и весьма часто. Of the brain is post-traumatic stress Повышенная, syndrome повышенная регуляция – это все-таки and посттравматическое obsessive явление, compulsive которое disorder. зачастую является еще и в состояниях обсессивно-компульсивных расстройств. So we're just going to show, pass by the magnet, don't need that. Just to be the fact that we are using the magnet. Now, Ну и к магниту. we're going to be doing
is testing extensor muscles. Значит, мы с вами обязательно будем тестировать разгибатели. This is the applied kinesiology approach. Это подход со стороны прикладной кинезиологии. So the basic idea is if the Базовая brain is идея состоит functioning в том, что normally если мозг функционирует нормально, through the extrapyramidal and pyramidal systems, если как следует работают пирамидные и экстрапирамидные системы, your ability to stand upright значит, is good. способность сохранять прямостояние не нарушена. If it begins to dysfunction, Если появляется развитие дисфункции, the flexor muscles значит become мышцы dominant, сгибателей становятся доминирующими. and they're the big brother that beats the little sister. И как всегда, старший брат лупит младшую сестру. Think of it that way. Можно даже в такой аналогии себе это все представить. For example, Например, you injure your knee. повредили колено. The muscle that atrophies first is this В первую очередь, что quadriceps. атрофируется? Четырехглавая мышца бедра, верно? The hamstrings never atrophy Задние мышцы бедра не атрофируются do. никогда, а передние атрофируются. because these are the extensor Потому что muscles это in the мышцы lower разгибатели, body that are dependent upon this inhibition. которые зависят тоже от центральной ингибиции. So when inhibition occurs, the extensor ones weaken first То есть, and когда, the flexors last. когда возникает повреждение, в первую очередь ингибируется, то есть слабеют разгибатели, и только потом уже сгибатели, So this если is поражение testing. действительно очень сильное. A rectus femoris muscle on the lower aspect of the body. Вот тестирование прямой мышцы бедра в нижней So части. if I have a neurologic disturbance, Значит, the при неврологическом нарушении extensor muscles at the shoulder мышцы разгибателей плеча будут страдать. should reflect the same Они pattern должны as the отразить тот extensor же самый muscles at паттерн the leg. поражения, который мы выявляем Now, при неврологическом поражении в нижней Extensor конечности. muscles at the shoulder are on the posterior aspect of the body, Значит, мышцы разгибателей плеча находятся по задней поверхности тела. and below T7 on their anterior part of the body. А ниже Т7 мышцы разгибателей по передней поверхности тела. That's a pattern. Вот такой паттерн. So we're going to move Значит, along. разгибатели выше Т7 по задней поверхности, ниже Т7 по So- передней поверхности. This is probably one of the first body mapping Ну, это, пожалуй, ideas that we have. первые такие попытки создания карты тела из всего, что есть в нашем The распоряжении. sensory and motor homunculus. Сенсорные двигательные гомункулы. We're developing new methodology На сегодняшний день развиваются together with новые this other methodology методологии, которые that we'll be talking about today. будут нами с вами обсуждаться. Okay. So this is just astronauts, Ну, это просто космонавты, астронавты. as you know much about from your space Про это вы research. все сами знаете, потому что космическая So this is the vestibular system. We'll технология show у нас this as хорошо well, развита. Вестибулярная система and what gravity does. и I don't действие want силы to гравитации. go too much into this, but Не хочу One of the даваться things сейчас we'll в look нужные at- детали, но на что будем обращать внимание? with brain damage, При повреждении мозга. you see a lot of athletes that are brain damaged. Мы же очень много спортсменов с поврежденным Because of their мозгом sport. видим. Тем And- более в определенных видах спорта. The athlete has very good brain maps, and they can На still самом деле у спортсмена очень хорошо they can развита still карта function тела. well. То есть даже при незначительных поражениях мозга эта карта тела остается сохранной. Спортсмен you все равно take может their eyes функционировать. Но стоит отключить зрение, And закрыть many глаза, athletes can't manage и anymore. многие спортсмены утрачивают всякую способность к нормальному спортивному функционированию. A colleague of mine Один из моих коллег, called David Traster Дэвид Трастер, treats athletes in America лечит, так сказать, лечит спортсменов в Америке. not for traumatic brain injury, Причем не с точки зрения травматических повреждений мозга. because they can't call it that in America, Потому что в Америке такой термин использовать нельзя. because otherwise they would pay them much money in insurance. Иначе, представляете, сколько страховые компании должны были бы выплатить. So he calls it performance enhancement. А в Америке он это называет то есть метод улучшения физических показателей, спортивных показателей. And in Метод улучшения reality- спортивных показателей. You can enhance. На самом Great деле performance. улучшить показатели действительно возможно. He has athletes that are very high qualified, То есть у него есть лечатся действительно очень высококвалифицированные спортсмены. stand on a soft pillow, Они стоят на мягкой подушке, eyes open, с stable. открытыми глазами, стоят очень устойчиво. Close the eyes, Глаза закрыли they fall. и падают. That is not a normal brain. Это же ненормальный мозг. Now, cerebellum. This is just Мозжечок. going through the history of the cerebellum. Ну уж если мы исторический мозжечок упомянули. Cerebellum is linked to emotions. Он связан с эмоциями. You damage your brain, Повредили мозг,
you change your emotions. Эмоционально тоже изменились. Just like we saw with that fellow that killed his colleague. Точно так же, как я рассказывала в докладе, когда бывший футболист убил своего коллегу в приступе ярости. So let's move on Идемте дальше. to show you what we'll be doing. Покажу, чем мы, собственно, и займемся. So we're going to vibrate the brain, Итак, значит, мы про мозг. and before we do, we'll do that first, just so you see it. Сначала, в общем, буду показывать вам все дробно, чтобы вам было видно и понятно. And we'll use an extensor muscle Использовать будем мышцу-разгибатель on the same side of vibration. на одноименной стороне с вибрацией. And if the extensor muscle weakens, Если разгибатель становится, если исходно сильный разгибатель we становится say в тесте that the слабым, vibration creates something called discoherence or мы incongruity. говорим о том, что вибрация создает то, что принято теперь называть термином So- некогерентность, то есть несоответствие Vibration over an area восприятия that is стимула, dysfunctional. стимула. Vibration over an area that's dysfunctional. Oh, you already said it? Вибрация дисфункциональной области Increases the awareness in the brain of the dysfunction. то есть привлекает внимание мозга к имеющейся дисфункции. As long as the area is minimally functional. Если пораженная область хотя бы минимально сохранила свою функциональность. If it's a dead zone, nothing happens. То есть если зона мертва, то, конечно, не произойдет ничего вовсе. And that can happen with stroke and some other Такое problems. бывает при инсультах, при некоторых других неврологических заболеваниях. Augmenting or increasing the Значит, sensitivity of the усиление damaged area чувствительности пораженной зоны, то есть привлечение внимания к поражению, temporarily на время causes a discoherence or incongruity of the signaling, вызывает несоответственность сигнала. and the normal inhibition that we talked about earlier И та to the самая flexor нормальная muscles ингибиция, которая должна действовать на флексор, мы с вами это уже упоминали, comes out of synchrony. рассинхронизируется. This allows the flexor muscles Это to become позволяет dominant, сгибателям начать опять доминировать. and they inhibit the extensor muscles И они automatically. ингибируют, то есть ослабляют автоматически мышцы разгибателя. So stroke is pathology, Вот, and you инсульт see это that. патология. flexure in И pathology. мы как раз видим due эту to lack of флексионную inhibition. осанку. Именно потому, что ингибиция флексоров недостаточно Okay. сильна, и It экстенсоры happens работать не also могут. on a functional basis. То же самое происходит и функционально. And then we'll perform some functional neurology tests for the eyes. А потом выполняем просто тесты, которые широко распространены в функциональной Finger nose. неврологии. И Ромберг, и тест с глазами. And see if we can demonstrate this for you. Попробуем использовать те же самые тесты. Я постараюсь So. продемонстрировать вам суть того, о чем говорю. Romberg. Ромберг Okay, this is vibration over the temporal area. – это вибрации височной зоны. Usually this would be done for stress. Обычно при стрессе мы используем эти провокации. Okay. So we'll be doing smooth pursuit, nystagmus testing, Поступательное слежение глазами, тест нистагма, vertical and lateral nystagmus, but we'll look at that. вертикального, латерального нистагма. So the eyes are some of the most complex functional, Глаза bilateral являются, functional apparatus that we Пожалуй, have. самым сложным билатеральным аппаратом. So we use the eyes to evaluate very often. Но мы глаза используем как оценочный инструмент. And then we can also look at other factors like digestion, Можно, конечно, обратиться и к пищеварению, brain fatigue, и к усталости мозга. like the fellow SK that couldn't read more than 10 seconds, his brain Помните, я could вам handle рассказывала it. про пациента, который дольше 10 секунд не Да. мог сохранять способность читать. Okay. So we'll be just using these. Так что вот это все мы будем So использовать. this would be dysmetric saccades when somebody's looking from one to the other side. And you Дисметрические look at the движения eyes. глаз при So, smooth передвижении pursuit. взгляда из одной стороны в другую. So once you Поступательное think you слежение see глазами. something, you can test the extensor muscles to see which И side. как только в этих тестах вы видите какое-то аберрантное поведение, вы тут же можете приходить к тестированию мышц разгибателя, для того, чтобы подтвердить то, что увидели. In the beginning, we Tasty. don't do the saccades with the strip because that's a very powerful stimulus into the Есть еще system. тест для глаз с полосками, но мы поначалу can его не make будем some использовать, people потому что worse, это so очень we сильный wouldn't be стимул doing и this. может усугубить состояние So пациента. optokinetic testing we probably won't do. Okay. Оптические кинезические цепи, может быть, тоже сразу не будем использовать.
использовать. So rather than go through all of this, we'll Так что just вместо того, чтобы все это see if пролистывать, давайте we will do this. Вот The этим ability to займемся. fixate with your eyes while the head's turned. So Допустим, фиксировать взгляд при повороте головы. that's combining vestibular То есть это соединение and eye movement at вестибулярного the same time. аппарата и движение So глаз. this would be non-voluntary movement of the head, Это непроизвольное движение головы as opposed to what you saw me do is voluntary. So that's по сравнению с sparkle. тем, что я вам показала. То есть мое движение было произвольным, пока Okay. мы наблюдаем непроизвольное. So let's just take Ну что ж, давайте попробуем. and show this. Попробуем показать на деле So. то, о чем я говорю. Anybody want to be a victim? Ну, кто хочет быть жертвой? Okay. Я, Wait, she, А, за Я дело. уже к табличку one at a готова. time. Ладно, я очень на все Девочки, не похожа. ссорьтесь. Okay. Take a seat. Saying that she's very similar to what you described. Потому что у меня была травма Because I had trauma в 2002 году in в аварии 2002 от сидения in вот the так. car accident. I just hit the car seat like that. После этого у меня After постоянные that, боли I в лице, constantly experienced pain in the меня face, мигрени. migraines. Okay. И 2 года назад, нет, 3 после стресса, 3 years началась ago. фибромиалгия. After stress, I started experiencing А 2 года fibromyalgia. назад на двухсетине я 2 years ago, попыталась поиграть в волейбол и порвала левый ахилл. I tried playing volleyball and ruptured the left Achilles tendon. Да, я спортсмен. I'm an athlete, by the way. Вот. И Was an через athlete. Была спортсменкой. Да. Yeah, okay. И через 2 месяца он порвался выше. And in 2 Уже months, просто ruptured even higher up. случайно, потому что у меня были So головокружения. I had Not- dizziness, so just ruptured Либо orthopedic они movements. с фибромиалгией, либо с Ruptured двухсетиной. what? Achilles tendon with Ah, higher they up. come to the center. Okay. Да, да, и уже Okay. была пластика And so I ахилла had to go левого. for surgery, for the reconstruction Which surgery. side? Left. Левый, да, ахилл? Левый Left. ахилл, вот он сначала он был порван So first вот ruptured здесь, there. причем не стали ставить анкер, но They зря. didn't anchor it, and now I regret that they didn't И fix потом в it. Финляндии уже And then in вот здесь Finland, сделали they пластик. ruptured it over there. В общем, Yeah, you can With see it's reconstructive atrophied. surgery. Я вижу, что немножко атрофирована. А да, она, к сожалению, по-прежнему включается. Unfortunately, it doesn't switch on, The, the muscle. which one? Икроножный вы имеете в виду? Да, Я я, слышу. к сожалению, не могу нормально I стоять can't до сих really пор. just be on the toes. One А на foot? одной ноге можете стоять? На этой? Just the left foot. На левой. Стоять могу, А но на пальцах? Lift up, Поднимайтесь на пальцы. Нет, so it не могу. doesn't switch on. Да. И она пошла Do в the right варус. foot. And now I'm seeing that it Do goes the into right. varus. А на правой встаньте. На пальцы поднимитесь. Ну, So тоже that's, не that's скажу. right. Not the best. That's all right, but better. Но лучше, в любом случае, лучше, чем левый. Да. Okay, enough of the story. Вы наслушались достаточно? So I'm going to show you the, Больше можно ничего не рассказывать. I'm going to Всё show, как есть. I'm going to show you the vibrational Я evaluation вам сейчас first, покажу сначала вибрационную диагностику, and then we'll look at the functional а потом factors. поглядим, как функциональное, состоятельное. She sits. Присаживайтесь, пожалуйста. So basically, То есть It's фактически все просто. we're going to test extensor muscle capacity. Тестируем возможности мышцы So she's разгибателя. going to push up and back. Назад и вверх движение делаете. Okay, I don't even have to vibrate. Видите, даже вибрации не нужно, не She's понадобилось. already not Уже functioning. не функционирует. Еще раз. Ну вот это плечо у меня The вообще shoulder уже is несколько лет. no good for several years. Obviously, Очевидно. because she has no extensor muscle Потому что у вас capacity. нет возможности мышц разгибателя, Now они у this- вас не работают. This Да, я could be уже just поняла. the shoulder. Давно. So let's test her leg muscles on her back. Давайте потестируем, нас положите, пожалуйста, потестируем мышцы нижней конечности. So If I'm you going to will do be there. this extent due to the brain. Разгибать, слабость разгибателя верхней The конечности lower связана с extremity мозгом. extensors should Значит, reflect this. разгибатели нижней конечности тоже должны быть So слабыми. I'm going to say push up, Я скажу, сопротивляйтесь, push up. и вы будете это делать. She is slow and unsure. Now Медленно и неуверенно push up. сопротивляется. Push up. Now this is something that I didn't expect. А вот я даже не ожидал. Push up. Еще раз. Now she's very strong
Она на самом деле очень сильная, because of исходная. athletics, so I can't really use that one very well. Поэтому я не думаю, что это такое, я смогу воспользоваться. So what we're going to have to do is test Придется something поступить else. по-другому. А мне Давайте, вот это слабо. this one is weak. No, it's not. Нет, не слабая. That is definitely not weak. Вот точно не But this one слабая. has a tremor, and I'm going to turn my back on you Я повернусь к вам спиной, уж извините. because I have to do Просто, this test. просто в целях теста. Okay. Now, push your foot. Стопой вверх. There we go. Вот и Now I'm слабость. testing quadriceps if she switches, moves around. Переверните, пожалуйста, головой сюда. Okay, head the other way, Ложитесь. so you can see. Просто чтобы The видно было reason why видно. I changed to the quadriceps at the knee Почему я переключился в другом режиме на четырехглавую and мышцу? because push up, Вверх ногой. is she bends the Потому что видите, что она bends the делает? knee Она призгибает and колено uses her psoas и muscle. включает поясничную мышцу. Это мне болит. Yeah, but because it all hurts. I don't want to. Поясничного Я не хочу это слышать. люксоз. Я не I don't хочу want это to listen слышать. to excuses. I'm Я не just telling собираюсь you what слушать we ваши observed. отговорки, хватит. So she's used to functioning well, but she's Она not. привыкла быть в хорошей форме. Это для нее совершенно up. непривычная ситуация. Something Вверх to стопой. this. Now she should be able to break my arm, Она должна была бы сломать мне Because of the руку при ее strength that she исходной силе. but she does not. Однако слабеет. Now, normally, with brain Обычно damage при повреждении мозга, that is at a functional level, you find если what это I call функциональное поражение, first order weakness. That would be the как раз я closer to the обнаружил, что spine. такое слабость первого порядка, которая имеет прямое отношение к мышцам As позвоночника. The damage becomes more По severe. мере того, You как get поражение second and становится third order. So let's более see how. серьезным, тогда мы получаем слабость Push мышц второго и down. третьего порядка. So, no, То есть поначалу слабеют мышцы максимально That's not приближенные too к bad. позвоночнику, а потом более дистальные мышцы. Это мышцы второго и третьего порядка. that's okay. Тут хорошо все. Foot up. Стопу на себя. Up. На себя. She's not too bad. in this. Все совсем неплохо. Еще. Now her gastroc Икроножная is working pretty fine. So работает, кстати, не очень неплохо. we have an indication sit, Присаживайтесь, пожалуйста. of a brain reaction already. То есть хотя мы уже получили признаки I don't need to недостаточной функции do this, мозга. Поэтому but I'm мне just вибрация going- по сути не нужна, хотя попробуем. Going to do it anyway. Сюда See платье. her face? Увидели выражение лица? Doesn't like it. Ей не нравится. That Кому means- понравится это? Will anyone like it? Does that bother you? А тут? Меньше. Видите? See the eyes? Увидели глаза, да, реакцию глаз? Yeah, it goes into the That's what the eye. brain's saying. The brain's Это not liking it. поведение мозга. Мозг говорит, что не надо So- этого делать. This С is этой what we стороны. found. Мы с вами то же самое, к такому же выводу уже пришли мышечным So- тестом. One of the areas most reactive То есть наиболее is реактивной the является cerebellar area. мозжечковая область. Now, we can look at eyes, Давайте посмотрим, so we'll just do smooth в каком pursuit. состоянии глаза. Следите глазами за движением. Okay. I don't know if you can see that up front. Не знаю, видно ли вам, кто She сидит goes перед to the ней. left, Влево not идет too bad. глазами, неплохо. it's the left eye going back, А all, вот левый right at, глаз right at the midline, it goes like this and then близко к средней continues. линии начинает подергиваться. То есть подергивается, потом идет дальше, как будто Look at the спотыкается. camera, Смотрите в камеру, пожалуйста. that camera, Вот в эту камеру. and then I'm going to turn your head. Я поверну голову. That's okay. Неплохо. I'm going to turn it to the, В другую сторону поверну. I can't see both eyes. Не вижу оба глаза. Okay. I turn it. Again, Голова пассивно должна поворачиваться. Вы не сами не поворачиваете ее. just keep an eye on it. Okay. То есть вы не сводите взгляда с камеры. Не потому, что она вас снимает, а потому, что надо смотреть на на точку, да. На Okay. одну точку. Now, Спасибо. bothers you, didn't it? Неприятно, верно? See? Да. Вы видели? Neurologic incapacity on the left. То есть неврологическая No. неспособность выполнить Voluntary. функцию слева. Look at the camera, turn your head to the right fast. Теперь сами поворачивайте No. быстро голову. Нет, смотрите в камеру, быстро поворачивайте сами голову влево. Oh, Или вправо. what did she do? Увидели?
Ну да. All of these are neurologic signs of Это все incapacity. неврологические признаки. Я вообще, мне кажется, слева I don't want меньше боли excuses. чувствую. And it seems to me Потому что я that свою the vision и- field is less Reduced. perceived on the left. We can do many things. Мы можем любые тесты делать, их много на самом деле. We don't have time to, so Просто у we're нас going to времени just show сегодня the на это нет. technique. Поэтому я просто хотела показать технику. First, I want her to, okay, let's do finger, hand, Давайте nose. свой палец на нос, потом на его палец. Okay, touch your nose fast, quickly. Быстро, быстрее, Quickly. быстрее. Squeeze one. Okay, now close eyes, do the Закрываем same глаза, thing. делаем то же самое. She's missing. Чувствуете, начала Okay, промахиваться, do да? this hand, Другой same рукой. thing. Сделай. Oh, sorry, I left you. Okay, ready? Already she's, Видите, уже не hesitant. попадает. Уже есть колебания, да? Close eyes. То есть неуверенно где-то, глаза закрыли. Missed her nose even. В нос, на нос даже не Okay. попало, промахнулась Now. мимо носа. Eyes open, touch Глаза my finger, открыты, come back касайтесь to your пальца. nose. Потом Fast as you can. быстрее. Палец, нос, палец, нос. No, А. I move it then. Он будет перемещать палец, и вы Wait until I перемещаете. move it. No, once. Один раз. So, Смотрите. you go. Then wait until I move it. Ждите, пока он переместит палец, потом... Okay? То есть, Nose, back, stop. See how she's vibrating? as видите, well? Tremor? даже задрожала, да? She has to think about where my finger's at. People say maybe she is simply She's a girl. Okay. being in front of the Yeah. audience and she doesn't feel comfortable, that's Well, why. okay, sit. Хорошо, раз вы заподозрили, что она просто волнуется, давайте проверим иначе. Do it with the right hand. Правой рукой давайте. Fast. Bыстро. So is the right side just as uncomfortable in the audience as the left side? It Ну doesn't что? make sense, you see. Okay, Бессмысленно предполагать, верно, что ей просто неловко So- перед людьми. Я хочу сказать, что я... do this, Да. Вы так делаете, После ничего не аварии, говорите. мне Ничего не кажется, говорите. ну ладно. do that. Fast as you can, close your Быстрее. eyes. Close eyes. Закрывайте глаза. Okay, now this one, Теперь вот так. close eyes. Глаза закрыть. We're looking for fatigue Нас, or нас changes, интересуют признаки not усталости, too bad какие-то on, изменения. На самом деле все очень that неплохо. testing. В этом тесте So- неплохо. Хватит. Stand on one foot. Вставайте на одну ногу, Okay. Close eye. закрывайте глаза. Он вас ловит, не бойтесь. Not too bad. Совсем неплохо. Slight tip on here. Конечно, Right покачивается. foot. На right правую foot. ногу. Not too bad on Romberg, В Ромберге все неплохо. but really bad on the right, А на правой ноге плохо. which is opposite the side that we had the reaction. Противоположно Okay. той стороне, где мы получили реакцию Okay. мозга. Sit. Присаживайтесь. Very simply, Теперь Use magnets. очень просто. Берем магниты to identify the lesion area. для того, чтобы определить зону поражения, So I'm going локализовать to ее. put it on the frontal area, Фронтальная зона. go backwards, Рукой также сопротивляйтесь change. назад и вверх. Ничего не Temporal. поменялось. Височная. no change. Не поменялось. Parietal, Париетальная, теменная. pull, don't let go. Не отпускайте руку, Some сопротивляйтесь до конца. Occipital area Затылочная. causes a change in the extensor muscle capacity. Сразу поменялась способность. So I know this is the area that I need to treat. Значит, я уже теперь точно знаю, что So- именно эту зону мозга мне надо лечить. I've identified the area, То есть я уже определил зону. now I have to find the treatment. Осталось найти лечение. This is my marker. Вот маркер. I want that muscle to become normal. Мне надо, чтобы мышца стала нормальной в итоге. So now I'm finding the area to treat. Вот теперь ищу, какое место лечить. And I found the area will be Нашел? here. The area will be at the lateral aspect of the insertion of the biceps. Латеральная поверхность прикрепления бицепса. Now, even now, Даже теперь there should be some pain должна быть хоть that небольшая is боль, related to this которая dysfunction. связана с дисфункцией мозга. They say that there are two emotions that we're born ready to have, pain and Говорят, pleasure. говорят, что мы рождаемся с двумя эмоциями. Strangely enough, болью pain и удовольствием. changes our brain. То есть удивительно, как боль меняет So- состояние мозга. There's the pain. А у меня Вот и боль. фибромиалгия, у меня везде палец. Fibromyalgia, That's everything part of hurts. that's part of the brain Так problem. это часть единой истории.
This one's not as bad, Здесь не так болит, верно? because this one doesn't treat that part of the brain. Поэтому мы левую сторону лечить и не будем. This one does. А здесь по-настоящему больно, But верно? we need the brain to understand where the То stimulus есть нам needs это to боль go. нужна, нам надо, чтобы мозг понял, откуда I идет can vibrate стимуляция. То есть я, конечно, мог бы применить вибрацию. the bad area with her hand. Вибрацию сами держите, нет, в руку берите вибратор Hold it. She и holds it, держите его. holds the vibrator. This stimulates the awareness, То есть будем and this should стимулировать become внимание more мозга. intense. И боль станет еще более And it does. интенсивной. Так и есть. So, but magnetism, strangely enough, А вот явление магнетизма, как ни Penetrates странно, through the это skull. покажется. and her hand holding this area Будучи взят в ее is же spatial руку, awareness. She knows that her hand is over the skull. и положены на зону the черепа, brain. как раз и говорит, то есть как раз использует So, пространственную holding it- ориентацию. Puts the information into the brain that she's touching that area, То есть фактически мозг таким образом ориентирован в пространстве ее собственного тела. Мозг The знает, magnet- что к чему теперь. the magnet penetrates through the skull Магнит tissue, создает эффект глубокого and проникновения в you ткани look for мозга, pain. а мы ищем and it's quite реакцию боли. exquisite, Боль буквально like you can see. уничижительная, верно? Ну да. They Терпите. say you don't have to like your patient, you just have to love them. Знаете, как говорят, ваш пациент не обязан вам нравиться, вы просто должны любить его. Спасибо. So she's lucky I don't like her, I love her. Так что вам повезло, вы мне совсем не нравитесь, но я вас люблю. There it goes. Did you see her Прошло же, expression? верно? Вы видите выражение лица, как она вдруг расслабилась? When they потому что do боль that, прошла. Very often the treatment is finished. Как раз вот когда пациент так Gone. отпускает боль лицом, значит лечение So закончено. now the pain is reduced dramatically. И боль уже не такая сильная, верно? And the, it's sort of like, when people die, they go, oh. Знаете, So, похоже на it's a little выражение death. лица умирающего. Жил, потом раз и умер. Petit mort, Роды petit хуже. mort. Now, we'll look at the extensor muscle. Go back. Посмотрим на мышцу разгибатель, назад и вверх. Better. Лучше. So I know the bottom would be better as well. Значит, и внизу мышца тоже будет чувствовать себя лучше. Let's just, for very quickly, do the Давайте finger быстренько nose тест with the left hand. палец-нос левой рукой, левой. Fast as you can. Быстрее. Much faster. Лучше Already. же. И Увереннее. быстрее, Close eyes. точнее, глаза закрыли. Not bad. Вовсе неплохо, верно? That fast. Вот так все быстро меняется в состоянии And мозга. it's, I didn't pay her to do this. Причем мы не договаривались, я ей не платил до Stand on your мастер-класса. foot. Чтобы она со мной игру играла. Right leg. На правой ноге стойте. Close eyes. Закрыли глаза. Much better. Лучше? Okay. Намного лучше. Sit down. Садитесь. Now, we'll now look for other Теперь areas. давайте посмотрим другие участки мозга в каком состоянии. Right. Назад рукой. Now this is the vestibular system Теперь вестибулярная система о себе заявляет. that has not recovered fully. То есть Make она sure- заявляет о том, что она не полностью You восстановилась. see, when I do this, she gets other sensory aspects. То есть видно, like вам, да, что when у you нее go to the появляются dentist. сенсорные реакции. Она то тут почесала, то там все потрогала. Now she holds this over her ear. Держите вибратор. See how she doesn't like it? It's not pleasant at all. Watch this, see? Смотрите сюда. What does she do? Nothing. Ничего, да? А тут She doesn't like it, she's не нравится ей concerned. 100%. То есть That's лицо what's happened when she has the как down раз об этом и regulation. свидетельствует. Так и бывает. Hold this here. Держите. Okay. I'm finding now the other treatment area, Ищу другое место, которое подлежит лечению. and it's going to be her leg. Нога теперь. So she needs to lay on her right side На правый бок ложите, пожалуйста. and put the magnet over her ear. Магнит вот здесь держите. This is for the vestibular system. Магнит на ухе для вестибулярной системы. And strangely enough, usually it's the leg area И как ни странно, that stimulates the brain. And watch her вот face. смотрите за лицом. Мне я знаю, там There it болит. is. Щельная узычка. There. Well, she's had the pain there before, right? У вас же болело там раньше, да? Да, давно. Вот. It was her brain and body trying to link up.
Видите, тело и мозг пытались соединиться воедино, поэтому эта боль в этом месте как раз и была. Without identifying where it needs to be treated, Но без идентификации It места, doesn't где work надо as well. проводить лечение, техника не получится так успешно. so interesting, she's got the memory, painful, huh? Больно, верно? Kinda. There it goes, it's starting to release. И вот уже начинает I'm пускать. feeling the release, so she's reacting very quickly, Она which очень is быстро good. реагирует. There, see the face Вот и tells все. you. Вы следите за выражением Okay. лица, насколько You may оно sit. быстро меняется в процессе лечения. Thank God it's over. Слава Богу, все закончилось. So now we vibrate the, Давайте еще поищем вибрации. good, Хорошо? good. Now, А можно спрошу? Так А вот, вот у меня еще челюсть выбита вот там в аварии. Это тоже как-то влияет вот на это все? So the Конечно. mandible was Или this, это только мозг? some blocks in the car accident. Do you think that it also influences, or is it just the brain issue? well, all we're treating is the brain. Все, что мы с вами лечим, это все мозг. Нет, But вот there он are there- it- тестировал вот эту область. So you Это не tested for может the быть vestibular, проекция in relation to the TMJ. Not with what I did, no. В той процедуре, которую я использовал, The нет. TMJ would be a separate thing. ВНЧС это отдельная история. Her colors, Височно-челюстной сустав. her colors changed. Видите, поменялся цвет I лица. don't know if you can see that. Я не знаю, видно вам или She нет. has more red in the face. The blood flow is coming Покраснело back. немножко лицо, кровь привела к лицу. She was pale before. Вышло бледное. So these are what the brain, well, Погодите. now, stand, Встаньте, пожалуйста. try lifting up on the, Пробуйте на пальцы подняться. I don't know if that's one foot, just the left one. А давайте на одной ноге на левой Just the left поднимемся. one. That's a little better, Чуть лучше, верно? a little better, even though she has atrophy. Try, She feels it better. it is. I didn't know if it would be better, but she's able to lift. Смотрите, уже поднимает little bit. пятку и стоит с And поднятой пяткой. То есть это уже With улучшение. time, that might change. Со временем улучшения могут Now, we're going прогрессировать. to look on the other side. Давайте посмотрим, в каком состоянии другая сторона. Okay. Now, she was hit here. Здесь был удар. She could have a commotio cerebri on the other side, Но при этом церебральное поражение могло быть с другой. especially in the sensory Особенно and/or motor сенсорно homunculus that we saw in the other room, или двигательно в области того So, гомункула, который я уже показывала. on her back. На спину, пожалуйста. Now, I'm going to perform something. А теперь кое-что сделаю. She's going to vibrate right Вы here будете when I держать tell her вибрацию to. вот тут, когда скажу по When I команде. tell her. Только по команде. So, we'll just have her put the leg Это there. спустите, чтобы было людям видно. I want her to pull the foot to her Стопу к her себе butt. тяните. Ягодицы. She's quite strong. I Сильная. want her to vibrate Теперь вибратор представляем. her skull К черепу. about there. Примерно здесь. I'm not sure if this is going to show Не anything. знаю, but we'll получится или нет, сумею я вам показать, но хочу Pull. попробовать. Тяните к себе. Pull. Тяните. Nothing. Вообще не держит. Pull. Тяните. She's damaged. Потому что есть Motor повреждение. homunculus Есть on the повреждение right. двигательного гомункула справа. Why do you think now she tore the Achilles? Удивительно, что она порвала ахилл. Because it didn't work. Просто потому, что система не So работала, she поэтому lacked ахилл и порвался. control. Контроля не было, а вне двигательного контроля ахилл и порвался. I'm just going to use pressure. Контроль я поняла. I realized, See the pressure? что я This is подпрыгнула. pressure. Это эффект Okay. давления. So she said that she knew there was no control. She felt it. She's an athlete. Ну, She спортсменка, should. конечно, должна была чувствовать, что контроль Didn't know потерян. the reason. Просто причину не So we're могла going to отследить. treat this. Sit up. Садитесь, будем лечить. Unfortunately, we don't have time to show everything. К сожалению, у нас нет She времени, will чтобы have все показать. Probably Это не всё? temperature changes. That's not all yet. Nope. Это не все. Okay, she holds it, Держите. holds it, Вибратор, держите. and I do the same thing. I look for the spot. Я по-прежнему ищу It just точку happens to be on the opposite side. на противоположной стороне. So we're going to treat her
Сейчас будем лечить homunculus гомункула вашего. from the contracoup that the brain did. То So есть, now we're getting контрпоражение, into the которое mechanism of заработал сильный injury. мозг. Okay? То есть, по сути, мы еще And усиливаем поражение, interestingly усугубляем enough, it's его. on the opposite side. Удивительно, это с противоположной стороны. And see how take the magnet away. Убирайте магнит. We'll let her recover Дадим возможность восстановиться. using the same pressure. Но то же самое давление. Let her recover. It's not recovered yet. Посидите немножко, придите в чувство. Not recovered yet. Как долго не восстанавливается. Starting to recover. Вот начинает уже See how the pain менее is сильная changing. быть боль. Take the magnet Берите магнит, up against the skull. ставим на череп. The pain turns on because Боль now the brain включается. knows we're Потому что identifying the area. Мозг знает, что мы нашли ту самую зону. The color is even coming better. This is the worst damaged Чтение it's area. not funny at all. It isn't funny, no. Конечно, не смешно. Что смешно? I'm funny. Это я смешной. It's called tragic comedy. Это трагикомедия. Нельзя туда что-нибудь There it goes, just went. заблокировать. Now, Why not Okay. injecting an anesthetic Там first? как бы because the pain is needed to treat the brain. На самом деле Right. ничего анестезировать нельзя, потому что боль является Vibrate your brain. примитивным исходным первым механизмом, который позволяет мозгу функционировать в полной мере. Pull her leg. Без боли никак. Pull. Ногу к себе, пятку к себе Oh, very тяните. good. Okay, Очень stand хорошо. up. Вставайте. Now, try to stand on your, Становитесь на пальцы. try to lift Левой up. ногой. Левой на пальце. Not bad, Неплохо, верно? especially with the atrophy that she has. Особенно при той атрофии, которую она уже So what we're doing получила. is working through the mechanism of injury. То есть что мы делаем? On the Мы brain. прорабатываем механизм травмы во всем теле. I will almost guarantee that her chronic fatigue or her То fibromyalgia есть я могу will go практически away. гарантировать, что и от фибромиалгии не The brain останется и следа, потому что все It's от not мозга. functioning. У вас просто мозг не This функционирует. part was probably affecting the HPA axis, Эта the сторона, скорее всего, влияла hypothalamus, на гипоталамус, на pituitary, гипоталамо-гипофизарную adrenal stress ось, axis that на we saw. стрессовую ось надпочечников. I can't remember who was mentioning it, either Allah or one Я of не the other помню, ones. кто в докладах упоминал. I think it was Allah, yes, was mentioning that, and the hippocampus. Алла, наверное, об этом говорила, про гиппокамп. So, she should be now, То есть теперь, if not perfect, a lot better. если не идеально, то будете много лучше. And at this point, she's pretty okay, То есть вот на данный момент все очень неплохо. and she'll be a lot better. Oh, И со on your временем back, будет только лучше. on your back. Господи, пожалуйста. куда-нибудь нажмите. Will press again? Yes, Да. just to look for pain. Прошу боль Oh, this поискать. is much softer. Намного мягче стала мышца. She's a little bit concerned, То but есть она, not у нее, bad. конечно, осторожность сохранилась, но той боли, которая была исходной, That's уже not bad нет. at all. Вовсе So, неплохо. I find that very good. Мне это кажется потрясающим. Okay. So that's, Процедуру надо вообще. How many treatment sessions like that I will need? we don't know whether there are other damaged areas that Видите ли, will в чем turn дело? Мы on. же не знаем, есть ли у вас еще какие-то повреждения, которые пока мы не So, выявили. the areas that we've turned on today, То, что мы сегодня включили, stay turned on. останется включенным. It doesn't go away. Оно уже не выключится. It's gone. Это уже that все fast. прошло. Вот And так it быстро все stays проходит. gone. Now, she'll need Результат rehab сохранен. for that muscle, Ну, понятно, надо obviously. реабилитировать мышцу. And in the coming days, there might be other areas that were dead areas, as I mentioned, that will turn on. Просто в последующие дни даже те области, которые я иногда называю мертвыми, тоже могут начать включаться. But the areas we've treated today do not То, come что мы back. вылечили сегодня, останется вылеченным навсегда. Are you married? Вы замужем? Unless her husband goes Если только муж опять в глаз не даст, and все she будет gets хорошо. another injury. Мне мячиком попадали несколько. So I used to have a ball in the face. You did, very much. Слушаю вас. Как часто эти точки бывают на разгибателе на руке? How often do you find the treatment sites on the arm? Можно к этому вопросу? Very often. Sorry, очень часто. Еще? Как вообще их искать лучше источник алгоритма? How do, what is Thank you very much. what is the algorithm for looking for the sites of treatment? How to find them quickly? It's
It's a secret. Секрет. It took time to find the На самом деле, areas. просто есть определенные области, которые оказываются связаны с поражением мозга, и мы потратили время, чтобы их найти. We're still Есть- researching. I'm Мы sorry. по-прежнему исследуем эти вопросы. We're still researching the all the possibilities То есть because мы we ищем, haven't seen. ну, говорится, больше возможностей. But with trauma, brain Но trauma, при травме мозга usually the first areas you treat обычно в первую are, очередь are the upper extremity, это верхняя конечность. either here Требует лечения либо or тут, here либо тут, or here or или here. тут, или тут. But when we get to the vestibular Но когда mechanism, доходим some до other things, вестибулярных frontal lobes, механизмов, там немножко по-другому уже. Когда It's very often фронтальные on the лобы leg. берешь, очень часто на ногах эти зоны. why I don't know. Почему, я не знаю. But if you make a mistake, Но если допускаешь ошибку, there's no pain. просто боли не будет и все. And if you treat it with no pain, it doesn't get better. Лечение без боли никакого результата не даст. So many people say, do you need the pain? Также некоторые говорят, что обязательно мне боль Yeah, you делать, do. да? Да, Um, если хотите выздороветь, да. I don't know why we're trying to search for that, but Я не nothing знаю, works. почему мы пытаемся эти вопросы тоже исследовать, но оно так, как оно есть. If they have the device out there that they did the last time I was here, the sonic shockwave therapy, Вот если у них там на выставке есть аппарат для ударно-волновой терапии, в прошлый раз that они will do были, the same thing as manual manipulation. можно заменить мануальную манипуляцию But- ударно-волновой терапией. Without this, Но без этого it doesn't work. работать не будет. There's something fantastic about magnets and the sense of position, spatial position of the awareness. Инсультное поражение. Что с ним? Может так же делать? Will you work in the same manner with stroke patients? We're doing that right now, Мы and сейчас этим как раз и in, занимаемся. it's the exact same way. Абсолютно та же самая последовательность And the thing действий. that's fantastic with stroke patients Удивительно, знаете, что с инсультными больными? is the damaged part is the part you can test. Можно тестировать пораженную сторону. Because the reactive part is Потому you что can't test пораженный using these techniques. в этой технике. Слушаю вас. But once you get this starting to work, you can test this as Но well. как только пораженная сторона, мышцы имеется, начинают работать, тоже можно тестировать. So the first research is on stroke patients, Так что первое наше исследование как раз посвящено пациентам and с инсультом. the next one is with elderly Потом пожилые пациенты у нас for пойдут, the falling capacity. которые как раз плохо ходят So и we're, падают. we're using pressure plates to measure balance, Мы используем strength, эти сантиметрические площадки gait, для того, чтобы баланс оценивать, равновесие смотреть. the normal measuring internationally Ну, то accepted. есть то, что международно принято с А точки методика такая же, да? The method is the same. Exactly the same. Абсолютно такая же методика. That's why it's a secret. Поэтому это секрет. It's not a secret. А Слушаю как вас. регулярность процедур проводится? Вот вообще вот они вот лежат там, и как регулярно? Там So раз for the в 2 stroke, дня, вы раз имеете в виду в инсультные больные, да? Да, For the stroke patients, how frequently you do the procedure? It depends on the stroke, Ой, слушайте, все зависит от того, какой инсульт. Для where it's начала. at, severity. Зона, Usually- зона поражения, тяжесть поражения. Usually we're looking at Ну так, в среднем. once every 3 to 4 days. Раз в 3-4 дня. You can do it once every, and then once every week, and then Потом every раз 2 в weeks. неделю и так далее. То есть потом уже протяженность, What we're finding, регулярность урежать. what we're finding that's remarkable Что удивительно на самом деле, is that dead areas will то, что begin to react. мертвые области начинают реагировать. So you'll get a peaking of improvement, То есть буквально получаешь пиковое улучшение. and then for some strange reason you get a dip in certain Хотя areas. в каких-то участках мозга вдруг ни с того ни с сего опять провал. And that's just because То the есть brain вверх, кривая is пошла, firing пик, into потом раз these провал. weak areas, these areas that are Такое declining. впечатление, что мозг, так сказать, пытается достучаться до самых And удаленных they now react, участков so it's мозга. really interesting. А как эти участки So, реагируют, не всегда предсказуемо. we have Но 10 интересно чрезвычайно. А если на эту область там транскраниальную магнитную стимуляцию поставить? If you use a transcranial magnetic stimulation for the There's a damaged po- area. There's a possibility, but we haven't done that. Возможность, как говорится, предполагается, но мы пока этим еще не занимались. That's a distinct possibility, То есть это такая явная возможность. but there are many things that we know that help the brain, like transcranial No, no. electric stimulation. Мы же знаем, что многое на мозг влияет. Транскраниальная электростимуляция влияет на состояние мозга. The thing that's really remarkable with На самом this деле удивительно то, что
is that it's the body helping the brain to find out how it В can fix нашей itself. методике не внешние воздействия помогают мозгу восстанавливаться, Just like your brain was affecting this part а here, мозг vice помогает versa. восстанавливаться самому себе Really и remarkable. всей системе. То есть вот эта внутренняя пространственная And связь, которая устанавливается в теле, She самое will, важное. she will see tremendous change in Вы capacity будете and наблюдать за собой, вы that будете видеть потрясающий gastrocnemius результат. muscle. Вот эта икроножная Come back мышца up real ваша. quickly. Идите сюда опять, быстро. Идите сюда. hurry, hurry. No, no, we're not Scared of going to you do it. already. I'm scared of myself. Я сам себя боюсь Okay, выходить. try to lift up on your. Вставайте So, на пальцы. I just want to see if it's changing. Мне просто интересно, меняет что-нибудь или нет. Just touch me. Down and up. Да, Down and up. опускайте, поднимайтесь, опускайте, поднимайтесь. Тренируйте мышцы Okay. туда-сюда, That's туда-сюда. not bad because before it didn't move at Очень all. неплохо. Она вообще не могла это So сделать it прежде. means that it's fire. То есть мышца Now, начала включаться, sit. все включаете, садитесь. So one of the new things that we're doing Вот что еще из is нового мы I'm going делаем. to ask her to flex and extend. Будете делать подошвенную тыльную флексию стопы. Keep doing that. Продолжайте делать движение. Flex and extend. Флексия, экстензия, флексия, Keep doing it. экстензия. Делайте, делайте. Flex and extend. Продолжайте движение. There it is. I missed one. Да, вот пропустил один участок. So this is what we're doing on people that have phantom limb. Вот когда у человека фантомные боли, фантомная конечность, мы делаем то же You самое. know how they use the mirror to fool the brain? Знаете эту технику, когда используют зеркала для того, чтобы мозг обмануть? Well, she has at this area, the motor, I know it's the motor Здесь то же because самое. we're posterior, То есть, поскольку это задняя область, я знаю, and что she's это длительное activating this. поражение. Она So we'll делает just ногой do one last активацию. thing. So Давайте she holds it over the motor homunculus area, and it двигайте should be ногами, somewhere держите. here, Вот тут где-то примерно. because that's where the leg and the foot is. Где как раз нога и стопа. Does that make sense? У гомункула. Понятно, she's- да, говорю или She's нет? going to hold it there. Держите вот тут. Now, not moving the foot, Ногой не двигать. moving the foot, Двигаем ногой. we get that discoherence. Вот вам, the пожалуйста, communication потеря согласованности. It's Коммуникации not нет. as what it should be. То есть коммуникация So в she's теле going не to do такая, it. какой должна All right. быть. This is the last few minutes we have. Еще несколько So we'll минут. see if we can improve that even more. Давайте попробуем достичь So еще move the лучшего foot. результата. Now I'm going to look for Работайте places с to стопой. treat. Я ищу место, которое подлежит лечению. So it's going to be, this is the one where it's going to be here, Вот здесь, в этом случае. okay? So this is one of the areas. So she holds the То есть magnet нашли there, один из участков, скорее всего, держите магнит. and И we're just going to look for pain. ищем боль. There's a little bit of pain, Тут немножко болит, да? but not too bad. Но не очень сильно. Move the foot, Работайте ногой. move the foot, Работайте, работайте. and the pain starts И getting боль worse, doesn't it? усиливается, верно? See your face. Увидели ли выражение лица? Now it's going away. Вот боль So проходит. we're relinking То есть мы восстанавливаем activating связь или активируем связь. the communication element Восстанавливаем коммуникационные элементы at a motor на aspect. двигательном This is уровне. bad here. Вот тут болит еще. To the foot from the brain. То есть There we соединяем go. мозг со стопой. Давайте Now, магнит. let's see Давайте поглядим. if she has even better capacity. So Вставайте, пожалуйста. I don't, Поднимайтесь I'm на just пальцы. asking questions. So Я пока просто задаюсь вопросами. Я еще не Down. знаю, что будет. up. Поднимайтесь. Нет, нет, на пальцы поднимайтесь. It's not too bad. Совсем неплохо. So I'm happy with that. Ну, вот сейчас лучше я By the way, feeling почувствовала. better. Как-то вот There's more sensation going from the foot. That's what we talked about. Мы об этом как раз и говорим. Устанавливаются внутренние коммуникационные связи. Вы лучше She чувствуете was- стопу. Very bad. Она была в очень плохом We didn't even состоянии. have to Нам даже не vibrate. пришлось вибрировать, She was создавать already вибрацию, dysfunctional. потому что мы мышцы сразу показали наличие дисфункции. Now То есть we've не given пришлось даже her провоцировать мозг. husband a new woman. А вот сейчас ваш муж получит новую женщину. нет, больше дети получится. Вот children from him. По мальчикам не Two хватает. boys. Oh my God. Боже мой. Okay, questions? Last questions. We're almost, we have 4 minutes. Давайте, у нас 4 минуты осталось, вопрос слушаем. Где магниты? Went to my magnet. They're normal speaker magnets anywhere. From, she has them. У Людмилы Да, у Федоровны Людмилы магниты. На обратной бумажке есть These are from the speakers.
These are speaker magnets, yeah. На самом деле это из колонок магнитов. Don't buy the neodymium magnets Только неодимовые магниты не покупайте. Слышите? because Про the магниты кто спрашивал? Неодимовые не покупайте. magnets penetrate. Oh, wait a second. Magnets Неодимовые не penetrating power. покупайте, потому что дело в силе проникновения магнита. Неодимовые не Magnet, покупайте. magnets penetrating power Нам важна сила is проникновения. dependent on weight, Она зависит от веса магнита, So these от are его heavy, размера. and they Нужен penetrate. тяжелый магнит. Только тогда он даст Sometimes нужную глубину проникновения. We use 4 magnets Иногда берем даже 4 магнита. to get deep enough Просто для того, чтобы when the постучаться tissue до in the глубокой brain точки. is damaged in a deep way. Если мозг We had, поврежден глубоко. I'll just tell a story. We Я had одну историю расскажу. a doctor in 2017 В 17 году был врач in Washington, D.C. в Вашингтоне, ДЦ. She came and she said, Женщина-врач. she said, I have a problem that is genetic, Она пришла, заявила, что у нее генетическая and проблема. it's like Renault's. Her It's like fingers and her болезнь feet Рено. would Она get white поражается and стопы they'd и just кисти. stop. And it wasn't Renault's, it was just circulatory. А это было просто So she циркуляторное had- поражение. Никакого там синдрома Рено в полноте She had poor представительства не было. capillary refill, У нее плохо in the заполнялось toes. капиллярное русло в пальцах. and we found something using this technique, Но кое-что у нее обнаружили, используя ту же самую технику, что вы сейчас but we видите. only had magnets about this size, Магниты у нас very были только small. вот такого размера, крошечные. But since we were teaching to the whole Congress, Но поскольку мы преподавали огромному количеству людей на we had конгрессе, 50 of them. мы их взяли 50 штук. So to penetrate into her midbrain, Просто для того, чтобы добраться до средних she структур had to мозга. have the magnets like this. Она вот так держала эти магниты. She looked like Cyclops. Циклоп выглядела. And we treated in the same А manner, лечили точно так же. and the refill changed that fast. И заполнение капиллярного русла изменилось просто And- в мгновение ока. 3 years later, Спустя 3 года hasn't come back, ничего не and it рецидивировало. was genetic. А заявила, что у нее A good генетическое friend of поражение. mine that is a neurologist Мой in the хороший United приятель, States. невролог, I said, I tell people that it might take 3 months before you change. а я всем говорю, что месяца 3 уйдет, And прежде he чем вы said- почувствуете настоящие изменения. No, А он мне говорит, неправду ты говоришь. nanoseconds. В наносекунды Just меняется like with состояние hers. нервной системы, That как в fast. нашем случае. В And it will наносекунды, вот так not все come быстро. back, ever. И никогда не рецидивирует. Until she redamages Никогда, herself. да, если не возникнет, не Fantastic. случится новой травмы. Вот Okay. такая фантастика. Questions? Вопросы? Thank you. Спасибо. Oh, sorry. Вы когда делаете, Погодите. Вот сейчас Когда- шутку скажете, я такая. когда на болевой точке делаем нажатие, мы делаем просто нажатие. When you treat the site, the painful site, do you circular movements, just press, what do you do? What we say is better to press and hold, Лучше всегда надавить и удержать, to allow the brain to compensate for the pain. чтобы мозг мог So скомпенсировать it's боль. press, hold, То есть press, надавить, hold. удержать, надавить, удержать, And последовательно, сколько To tell you what it необходимо. is, you're actually trying to rub bone. И на самом деле, уж скажу вам еще кое-что. По сути, это похоже на трение кости. It's funny, it's like you're rubbing the Вот bone. так смешно может прозвучать, как будто кость трешь. Вот такая Okay. сила нажатия. Thank you. Спасибо большое. Еще раз, уважаемые коллеги, подписывайте бумажку, у вас есть обратный адрес. Электронная почта, WhatsApp и сайт. Вы можете получить всю информацию необходимую, что можно приобрести, когда можно приобрести, какие семинары есть. Можно видео бесплатно посмотреть. Потому что мы сейчас, видите, трансляция идет. Как раз и на YouTube, и на Telegram идет. Поэтому информация для вас полностью доступна. Учитесь, смотрите, внедряйте. Есть новые медицинские технологии, которые могут существенно повысить профессиональный уровень вашего образования. С помощью профессионалов. Даже себе самому любимому помочь. Это уже было бы счастье, правда? 15 минут перерыв, друзья мои. Через 15 минут ждем Distributing my продолжения. secrets. Не опаздывайте. Людмила Федоровна, что вы говорите, что вы онлайн распространяете его секреты?